Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Вчера на своем канале сделал ролик, где рассказал вам, что карабахские армяне, которые остались там в Ереване из-за блокады Азербайджана Мачинского коридора, встретят Новый год в Яраблуре на кладбище. В общем, такая ситуация, что вот эти карабахские армяне, конкретно они и пошли ночью на это кладбище. Я сначала подумал, что это шутка, мол, как так, адекватные люди ночью с какими-то свечами будут ходить по кладбищу в 31 декабря, когда все адекватные люди встречают дома в кругу семьи, открывают шампанское, смотрят праздничные концерты. А вот точно последняя информация, 31 декабря, вот они идут. Фотография, правда, не очень качественная, но видите, вот у них в руках свечки, флаги. И представляете, ночью в темноте 31 декабря со свечками среди этих могил встречать Новый год. До меня это точно не доходит, не знаю, может такие в Армении есть эти обряды, как бы сказать, по ночам встречать Новый год на кладбищах. Вот что здесь пишут, расскажу в этой статье. Карабахские армяне в Ереване идут шествием в Яраблур, вот как раз на это кладбище. Так, группа жителей Карабаха, оставшихся в Ереване из-за блокады Азербайджана Мачинского коридора, ну да, сейчас они не могут вернуться из Армении в Карабах, потому что Мачинский коридор закрыт. Там азербайджанцы протестующие не пропускают их, так они вот таким оригинальным способом решили пойти на кладбище и встретить там Новый год. И вот пишут, да, они проводят шествие, воинский пантеон Яраблур, где собираются встретить Новый год. В шествии участвует также советник госминистра Артак Бегларян, защитник прав человека Карабаха Гегам Степанян, экс-омбудсмен Армении Арман Татаян даже пошел туда, ничего себе. И Татаян пошел со свечками ночью бродить по кладбищу в Яраблур. Да, это уже сильно. В воинском пантеоне Яраблур, расположенном на юге-западе Еревана, покоится герой армянского народа, отдавшие жизни за родину. В их числе погибшие во время войн в Карабахе военнослужащие. Не знаю, мне кажется, адекватные люди, может, все эти Татаян, Степанян, пошли бы в ресторан, заказали там зал, встретили Новый год, там, выпили шампанского. Нет, они вот вместе с кучей этих карабахских армян пошли бродить по ночам среди этих покойников там и встречать Новый год среди могил. Ну, ясно, я уже все пас. И вот я решил почитать комментарии, что пишут азербайджанцы по этому поводу. Новый год в Яраблуре, это как-то символично. Ну да, это символично. Ну, как встретишь Новый год, так и проведешь. Запрограммировали себе будущее. Ну да, правильно написала Эсмира Гасымова. И вот, как встретят Новый год, так его и проведут. Такая есть древнее поверье. Ну, все правильно. Так что, видите, придется им весь год и на кладбище и проводить. В общем, вот такие новости. А азербайджанцы в этот день праздновали Новый год в городе Шуша. Вот, видите, город Шуша здесь. Азербайджанцы, как цивилизованные люди, отметили встречу Нового года салютом. В Шуше в ночь на 31 декабря, с 31 декабря на 1 января состоялся праздничный салют по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. Вот, посмотрите, как салют красиво выглядит. Красота какая. Вот так надо Новый год отмечать. Празднично, салютом, а не по кладбищам ходить со свечками там в темноте среди могил. Вот такие новости. Вот Шуша, видите? Какая красота.
все. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч.